14 июля. Ну, явно пришло уже время убирать сеянку вот эту. В принципе, лук еще потерпит. А вот лук-севок явно пора убирать. Даже уже немножко запаздываем. Здесь вот, например, пока все еще зеленый, да? А тут вот в середине немножко пропустили, высыхать начал. Сложновато будет некоторые выдергивать. Но, в принципе, в целом еще вполне нормально. Достанем, полностью не высох, отламываться не будет. Посмотрим, что тут у нас. Угу. Видно, что очень густо посеяно, но при этом видно, что луковицы сформировались. Даже некоторые, я бы сказал, крупноватые. Довольно крупные. Да. Такая нам даже, такая да. Это слишком. Ну, благо этот сорт, он даже достаточно крупный и не стрелкует, семена летом не выгоняет, но все равно неожиданно крупный. Он да, хотя дает. Насыпали насыпом. Да. Вот у нас такой инструмент с древних наших времен. Делали мы это дело раньше просто вот так вот. Хопа-хопа-хопа-хопа-хопа. Корни подрезаны. Опа. Так. Обтрусить. Землю обтрясли. Ну, не... вот. Вот это хорошенькая. Да, вот это несколько штук пересохли здесь. Остальное, в принципе, нормально еще. Угу. Ну вот он, глянь, какой. Да, да, вообще да. вырос. Такой съесть можно. Да. А вот это классный вообще-то. Да, вот этот размер идеальный. Да, но в принципе вот этот лук, он слишком сильно не стрелкует, поэтому в основном размер, в принципе, неплохой. Вот это неплохой, да, да. Сажали такой. Дальше просто ведро бросаем. И продолжаем. Да. Так. Итак. Опа. А? Угу, чистенько. Все, без земли. Сюда. Упс. Я хочу показать, сколько примерно штук вот выросло на 20 сантиметрах ряда. Вот, на вот таком расстоянии. То есть вот это примерно до сюда сейчас. Вот так выдерну. И посчитаем. И посчитаем примерно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 9, 40, 41, 42, 3, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 67. В общем, около 70 штук. Угу. Примерно. Вот. Быстрый счет. Быстрый счет, да. И при этом видно, какой размер. То есть, в принципе, его можно было бы даже сплошняком сеять, он бы все равно нормального размера лук вырос. Но когда нет рядов, все-таки сеянку сложновато убирать. Да и ухаживать в целом. Да, и ухаживать сложно. Ну, а так и рыхлить междурядье удобно, в принципе, пропалывать, если что. Вот. Вот такое вот получается. Я бы сказал, вот это идеальный размер. Да, вот это хорошенькая, да. Упс. Еще в прошлом применяли мы вот такой инструмент. Ну, типа совочек самодельный такой. Посмотрим сейчас, может, им будет еще удобней. Но в основном такой применяли, когда лук именно более пересохший был. Да, в принципе, и тем нормально. Угу. Стряхиваем землю получше, потому что мы по одной штуке их потом не будем перебирать. И когда много земли, ее много тогда в целом не получается. Все нормально отрослось. Да. Но поскольку он у нас весь на одну сторону вот так завалился, мы его будем отсюда вот так по одному ряду убирать. И как раз удобно вот так поднял один ряд, собрал, потом следующий. Видно, что густота везде примерно одинаковая вышла. Все, Таня, вот это тебе убирать. Угу, сейчас буду. А я этот ряд продолжу. В принципе, мне кажется, идеально мы убираем. Да, да. Идеально. Чуть-чуть там буквально по одной, по две отскакивает в сторону. Ну это уже так. Обрывается. А так
Самое печальное, когда вот если, ну, например, мы уезжали в поход в тот же, да, возвращаясь, а тут вся ботва сухая. Ну да, тогда мы ее ищем Да. буквально. В таких случаях лучше его убирать до похода. Да, зелененькую даже. Да. Даже если еще не попадало, все равно дойдет потом. Но в данном случае, в принципе, все нормально. Здесь вот буквально посажен 1 погонный метр грядки. Быстро мы убираем. Землю, да, надо старательно. Это вот сколько мы убрали? Раз, два, три. 3 ряда, да? Угу. Вот это ведро 20-литровое. Угу. И у тебя полведра, что ли, Да, там, да, да. Если пропустить подходящее время для уборки севка, его, конечно, все равно можно будет убрать, но трудозатраты увеличатся многократно, потому что ботва будет обрываться, он будет в земле, и практически всю землю придется буквально просеять. В общем-то, пучки полностью бросаются, подбирать буквально вот, земли. Да, ничего. буквально по одной там. Там идет. по одной-две там. падают. Поэтому мы говорим, что в целом севок убираем своевременно, без задержки. Но дальше ждать уже было бы нельзя. Ну, рвать вот нельзя. Верхушки скорее Да, оно просто обрывается. обрывается, да. Только подкапывать. В этом случае можно сказать, что мы не столько выдергиваем севок, сколько просто вынимаем его из земли и обтряхиваем землю, но не дергаем. В далеком прошлом мы эту сеянку сажали большими грядками, на продажу выращивали. Да, было дело. Мешками потом ее обрабатывали, обшелушивали. Сейчас вот последние несколько лет вообще покупали просто. Да, обленились. 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 Ну, вот решили вырастить, заодно фильм показать. По нашим старым технологиям сделали все. Благо в прошлом густота у нас подобрана посева уже. Я помню, там от 50 до 100 или до 150 даже, что-то такое, да? По-моему, так. Ну, где-то так. штук, я бы сказал, штук 70. В принципе, оптимально. Ну да. Ну как сейчас Да, получается. да. Сейчас идеально. Но, в принципе, если по 100-150 делать, будет мельче, конечно. Ну да. Густота посева зависит прежде всего от того, какого размера лук-севок нужен в итоге. Ну, вот, думаю, по 2 ведра полных получится. Это с ботвой, конечно. У меня уже Да? Ну, поместится все равно. я думаю, поместится. это, конечно, да, оно и... Учитывая, что ботва еще зеленая, оно с нее еще отойдет. Сами луковицы, они еще слегка по большей части крупнее станут. Когда вещества отойдут в период просушивания предварительного хранения. Что там у тебя еще есть лист? Да, еще есть. Думаю, вместе. Что там у тебя уже последний ряд? Да, последний. А ты еще нет? А, ну да. Ну да, я как бы вот только туда дошел. Ну и того что получается? Вот по метру ряды, Ряда. А по метру ряды. А. да, 8 рядов. Вот такие вот объемы выходят. Все, и убрались. Вообще. Вот так, в режиме онлайн практически, Онлайн, да. да, реально. Не выключая Не камеру. выключая камеру, все. Посмотрим. Вот такие отдельные пособирать вот тут попадали. И все. Ну, а лук, наверное, через пару дней. Да, тоже убирать будем. Ему Он бы- уже полег, в да. принципе. Ему, в принципе, еще дать время, но
Мы в поход собираемся. Да, у нас, как всегда, другие планы. Ладно. Все-таки огород у нас не самое главное. И, кстати, вот этот лук, он как-то, ну, из семян мелковат в этом сезоне. Сенка как-то лучше себя показала. Но она, правда, гуще явно. Землю лучше охлаждала, Ну все. затеняла. Какие мы. А? Все, теперь надо на какое-то покрывало, чтобы не терять. Мгм. По одной не собирать. Так и сделаем. Так, Всё, высыпаем сенку. рассыпаем на. Рассыпаем, разравниваем. В такой жаре она очень быстро подсохнет. Ну, на огороде днем сушить сенку нельзя. Она просто сгорит. Она сварится, сгорит, сварится. да. Будет вареный лук. Есть у нас такой опыт. Чуть там забудешь луковицу, и все, она варится. А здесь тенечки под навесом. Вот так вот. Ну, слой такой должен быть адекватный, чтобы она, Мгм. главное, преть не начала. И все. Да, хорошо получается.